Продолжаем рассматривать инструменты моделирования. И сегодня мы опять будем говорить о стенах. Если вы помните, когда мы пытались создавать стену, то выбирали стена архитектурная. И если я выберу вот здесь, открою библиотечку, та, которая есть в программе, то здесь есть, кроме вот этих стен, которыми мы пользовались и уже умеем создавать, еще есть витраж, еще есть составная стена. Что это такое? Давайте посмотрим. Я выбрал составная стена и построю такую стену. Построил. И вот давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, я ее переверну, чтобы было так наглядно видно. Видите, эта стена уже состоит из нескольких частей, которые есть в нее заложены заранее. Давайте посмотрим ее структуру. Вот я выбрал саму стену и хочу изменить тип. Изменить тип нажимаю. И вот посмотрите, что у меня здесь видно. Моя стена состоит из трех частей. Вот нижняя часть, центральная часть и верхняя часть. Ну, допустим, я хочу ее поменять. Выберу. И вот смотрите, вот у нее есть три части. Нижняя часть называется у меня фундамент. Вторая часть там наружный, кирпичный, металлической обрешетки. И третья там типовой бетонный 150 миллиметров. Что это означает? Вот если выбран типовой у меня, то видите, он подсвечивается. Это верхняя часть. Если я выберу вот здесь значение второе, наружный, то видите, вот эта стена, получается, у меня выбирается. Выберу третью, выбирается третья стена. И вот посмотрите, у нас вторая часть, она имеет высоту, которая называется переменная. То есть она привязывается к уровням, как обычная стена. То есть мы можем ее там строить, например, от уровня земли, скажем, до крыши, там 3 этажа. И она будет привязываться, если мы укажем привязку 3 этажа. А вот эти части, которые здесь внизу и вверху, они имеют стабильную высоту, постоянную, которая будет откладываться, вот уже эта высота от этой второй части. Значит, и эту высоту мы можем указывать. Ну, например, я поменяю здесь на 200. На 200. И посмотрите, что здесь произошло, уменьшилось. Точно так же, например, фундамент я поменяю на 1000, да. И давайте посмотрим, видите, подросло здесь, фундамент подрос. Теперь структура сама этой стены. Ну вот меня, например, такой фундамент не устраивает, да. Мне надо что-то другое. Я могу здесь выбрать точно так же, но выбрать то, что у меня есть здесь уже в библиотеке. То есть в моем шаблоне что заложено. Вот видите, ну тут вот там кладка, бетонный блок, вот то, что есть. Если мне, например, надо фундамент, чтобы был бетонный там 600 миллиметров толщиной, то я заранее перед этим должен создать обычную стену 600 миллиметров, чтобы она у меня появилась вот здесь. Да, появилась вот здесь. Ну, давайте такую мы с вами и сделаем, значит, чтобы было понятно. Значит, мы вначале должны создать стена архитектурная, изменить тип, копировать обязательно, ну и назову ее фундамент. Ну, а наверное, так будет неправильно, да? Почему? Потому что там будет надо много слоев у нас удалять. Я тогда выберу то, что нам попроще, то есть то, что однослойное уже у нас есть. Вот, выберу, вот видите, вот, например, бетон, фундамент. И изменить тип, его что? Так, прежде чем изменять, то надо что делать? Его скопировать. Копирую, подписываю, будет бетон 600 миллиметров. 600 миллиметров. Изменяю. Вот здесь ставлю цифру 600.
Окей, изменил. А теперь буду менять составную стену. Выбираю стена, архитектурная, там выбираю стену составную. И вот эта стена, вот я ее здесь изображу. Выбираю стену, изменить тип. Опять смотрю структура, изменить. И вот здесь поменяю. Вот он, видите, 600. Он у меня есть. Вот он стал у меня 600. Ну, а вверху вот здесь я там хотел бы сделать тоже такой там парапетик, да. Но тоже я использую для этой цели вот такой же бетон. Так, ну тоже, наверное, бетон. Посмотрю. О, есть 600. Вот так поставил. Ну, к примеру, так. Ну, могу его, у него я задал смещение 200. Поставлю смещение 0. Вот таким вот образом. Ну, наверное, за много. Возьму, допустим, бетон 300. 300 за мало. Ну, значит, что надо? Было бы создавать еще дополнительно стену. Но я его смещу вот так, 120. Вот так вот, чтобы он у меня был. И вот все, вот такая стена. Нажимаю ОК, применить, ОК. И теперь давайте посмотрим. Вот эта стена, что я построил, она у меня преобразовалась. И обратите внимание, стоит она у меня задом наперед. Я выделяю, изменяю ориентацию стены. И вот я имею то, что хотел. Вот такая стена. Теперь давайте посмотрим, как она строится. Вот она у меня стоит, да, вот такого вот уровня. Сделаем здесь дополнительно уровень. Здесь уровень 3 и уровень, ну, 3. Зададим здесь высоту 3000. Так, 3000. Есть. На втором здесь высоту зададим 6000. И еще создадим уровень 1, назовем его уровень земли. Уровень земли. Значит, его мы сделаем минус 1000. И название ему зададим уровень земли. Обозначу так. УЗ. Задали. Переименовали виды. Так, ну а теперь давайте так. Выберем эту стенку. И смотрите, точно так же, как мы строили предыдущие, то мы выбираем здесь базовую зависимость уровень земли и зависимость сверху до уровня 3. Применить. И вот смотрите, вот она вроде бы поменялась, да? Теперь посмотрим. Вот она стала, да? Вот эта стена, видите, то, что мы поменяли. Она стоит от минус 1000 до уровня 6000. Но тут, видите, в чем-то есть проблема, да? В чем-то есть проблема. Но давайте посмотрим в нашу конструкцию стены, как мы ее создавали. Посмотрим структура. И мы здесь, ну, для нее никаких здесь данных не меняли, да, кроме смещения верхнего блока, да, верхнего блока. Хорошо. Так, посмотрим здесь. Смотрим здесь. И вот смотрите, в свойствах у нас стоит смещение снизу 344. Ну, почему оно 344, неизвестно, да? Это, может быть, осталось с предыдущего построения стен. И вот теперь давайте посмотрим на фасаде, что у нас получилось. Вот вышла наша стена. И вот она, видите, ее нижняя часть как раз от уровня земли до уровня первого этажа. И дальше идет она от уровня до уровня второго. Если нам надо, чтобы, например, наш вот этот блок оказался сверху, ну, то, что мы можем за смещение сверху поставить
там сколько нам необходимо, 200 миллиметров, да? Вот мы и поставили. С помощью вот этого инструмента составная стена удобно что строить сразу стену по всей высоте, там на несколько этажей, и всю конструкцию. Не мучиться и не привязывать там по отдельности, построить, например, фундамент, на него там равнять, складывать стену опять. Ну, то есть это упрощает работу. И этим инструментом необходимо уметь пользоваться. Вот все, что надо знать по составной стене.